Кету в Накшатре Ревати и прошлая жизнь. 27-я Накшатра Ревати расположена в знаке Рыбы. Планетарный владыка – Меркурий. Главенствующее божество – Пушан. Символы Накшатры – Рыбы, Дамару, Циферблат. Эта Накшатра имеет дело с бесконечностью времени и пространства. Ревати означает выходить за пределы. Планетарный владыка Меркурий в Ревати должен развиться до уровня просветленного Будды. Символизм рыбы показывает цикличный процесс рождения и возрождения. Рыбы с незапамятных времен используются, чтобы показать путешествие нашей души в море Вселенной. Дамару – барабан, на котором играли, когда в деревне объявляли важные новости или приезжали знатные персоны. Он связан со звуком Шивы. Барабан также служил для передачи сигналов на расстоянии, как азбука Морзе. Символ циферблат показывает, что Ревати управляет всем, что увеличивается и нарастает, включая время. Божество Пушан – божественный пастырь, питательная форма бога Солнца, хранитель, воспитатель и защитник всех птиц и животных. Пушан связан с путешествиями – физическими, ментальными, эмоциональными и астральными. Бог, который помогает душе перемещаться из одного мира в другой. Он возвращает свет. Также символизирует луч надежды. При умирании есть возрождение. Пушан ассоциируется с обнаружением исчезнувших вещей и предметов, является хозяином небесных коров, и под его опеку попадают размножение, разведение и опекунство. Животное – самка слона. Слоны – семейные животные с человеческим сердцем. Так же, как и в Харане, люди с Ревати заботятся и охраняют своих детей. У слона отличная память. Они могут обидеться на вас или обнять вас 30 лет спустя. Ревати связана с Кришной и Иисусом Христом и с праздниками Пасха, Питру-Пакша и 1 апреля. Ревати – последняя Накшатра. Она имеет дело с бесконечностью времени и пространства, обладает способностью понимать и даже имитировать энергии других Накшатр. Присущая ей мудрость позволяет увидеть все стороны ситуации и выбрать оптимальный путь. В жизни человек всегда мог чувствовать, что кто-то зовет его, или его пункт назначения находится где-то еще. Он должен отправиться куда-то, или что-то ждет его, что-то скрыто, и что он должен узнать об этом. Поэтому ощущал себя очень таинственным. Он был загадочным для других, и его связь с тайной была интенсивной. Мягкий и преданный по природе, обладал творческими способностями, абстрактным мышлением, жертвенностью, преданностью и чувствительностью. Любил классические знания, литературу, поэзию, музыку. Человек был потомком из богатой семьи или тем, кто спустился прямо с небес. В жизни присутствовало изобилие, богатство и благословение. Человек мог заниматься аграрным хозяйством, иметь лошадей, коз, овец, быть властелином полей и урожаев. Жизненная энергия и питательная сила солнца исходила от него, занимаясь этим. Коллекционировал часы или изготовлял их. Обладал прекрасной памятью, математическими способностями, логически анализировал вещи и их последовательность. Превосходно мог вести переговоры и консультировать. Имел высокий рост, были проблемы с зубами. Любил и заботился о животных и помогал малообеспеченным или ниже по статусу людям. Испытал физическое или домашнее насилие, разочарование, так как он отдавал больше, чем нужно, и не всегда верным людям. Человека никто не поддерживал, и ему пришлось стать опорой самому себе. Ничего просто в жизни не получал. Ему приходилось делать все самостоятельно, создавать себя собственными усилиями, быть творцом своей жизни. Когда он поддерживал других, то ничего не получал взамен. Происходило в жизни замедление времени. Попадал как бы в другое измерение, в портал, где он мог уйти на час, а вернуться через много лет, или стать свидетелем замедления времени и заглянуть в прошлое или в будущее. Он обладал обоими чувствами времени, линейным и нелинейным. Человек стремился стать единым целым с миром без разделений. На мир смотрел иными глазами. Улавливал скрытое, происходящее в музыке, в звуках, которых он слышал. Внутренняя алхимия, переходящая во внешнюю и наоборот. Мог увлекаться цигуном. Человек столкнулся с обманом, с потерей энергии. Карма могла проявиться во многих отношениях, будь то изоляция психиатрической лечебницы или нахождение себя в разных мирах, разных местах. Карма, связанная с браком, могла произойти в жизни, описанная в мифе о дочери царя Какудми Ревати и старшего брата Кришны Баларама. Могло быть потеряно время в поиске суженого. В жизни цифра 27
символично проигралась. У человека был сильный поток любви, сила любви, которая позволяла стать единым целым, забывая себя, и в какой-то степени ему сносило голову. Человек растворялся в союзе, имел данные для получения самадхи и высшего проявления тантризма. Будучи единым с миром богов или демонов, то это единение могло привести как к хорошему, так и к плохому. Например, становясь единым целым с Христом, получить эффект стигмата или другой тонкий аспект, как носить одеяние Бога или богини, не нуждаться в еде. Ему было все равно на общие законы, деньги, но он бы не променял эту божественную преданность на руководящую должность или на высокое положение, потому что эта преданность давала ему какой-то смысл. Он не собирался объясняться, потому что у него, очевидно, было какое-то сокровище, которого не было у другого человека. Его могли считать сумасшедшим, как перевернутое вверх ногами дерево, что у него мир перевернут с ног на голову, проживая жизнь мистика или святого, наслаждаясь, обладая союзом, позволяя быть поглощенным, быть счастливым даже в грозу на улице без одежды. Это определенное психическое состояние самадхи, где есть очень тонкая грань, которая могла перейти в безумие, потому что потеря текущей реальности, когда он был в поглощенном состоянии, при неблагоприятных сочетаниях других планет, делала человека опасным, когда нет власти над сознанием, и тогда человек мог становиться далеко не святым. Человек искал способ сбежать от давления обычной жизни, из правил, регламентов, и это могло привести к употреблению различных веществ, расширяющих сознание. Имел отношение к свободе в понимании того, что он разрывал цепи логического мира, желанием углубиться и превзойти что-то. Жизнь рациональности для него становилась постыдной без любви. Он подумывал о побеге из тюрьмы жизни, в некотором смысле, чтобы вырваться из установленных рамок. Обладал избытком эмоциональной и основанной на желании энергии, обилием мыслей и мощным желанием, направленным к одному преданному своему фокусу, к объекту желания. Это могло привести к потере связи с реальностью, с потерей контроля, но в то же время иметь больше контакта с реальностью, чем на самом деле считалось в обществе за норму. Был прирожденным целителем, исцелял людей своими словами, своей мудростью. Он чувствовал, что здесь с определенной целью, и когда выполнит свое предназначение, то получит освобождение. Поэтому осознавал, что не должен связывать себя ни с чем из этого мира, потому что он здесь для получения спасения. Человек жил около океана или около гор, путешествовал на круизном лайнере. Переход через океан должен был произойти в его жизни. Океан подсознательно тянул его к себе. Смерть могла быть не совсем естественной, и при погребании человека были совершены специальные молитвы, чтобы освободить душу от физических привязанностей и встретить Святую Троицу. Если человек умирает, когда луна в Накшатре Ревати, это относится к категории Тримурти. Это значит, не Бог судил человека и вынес ему приговор. Сама душа человека судит себя в этом физическом теле, осознавая свою ошибку, и предстает, чтобы уйти. Эта душа должна уйти так. Поэтому Ревати – это последний суд и окончательный приговор. Одним из лучших средств для Ревати является наличие аквариума с рыбками в доме, особенно в северном или северо-восточном направлении гостиной. Аквариум с рыбками, в котором течет рециркуляция воды с живой материей внутри, становится общей удачей для всех. Естественным образом, отправляясь к океану, занимаясь серфингом, можно получить исцеление в процессе, погружаясь в состояние потока, в которое может сходить человек, чтобы излечить многие заболевания. Цветок королевский жасмин, жемчуг и поклонение Шиве благоприятно для Ревати. Профессии. Профессии связаны с религиозными учреждениями. Психологи, прорицатели, часовщики, актеры, музыканты, комики, добытчики жемчуга, морская индустрия, специалисты по безопасности движения, бойцы смешанных единоборств, бизнесмены, менеджеры. 4 пады Ревати. Стрелец. Человек многое приобрел в прошлой жизни. Зрелая душа обладает мудростью и оптимистичностью. Желания будут исполнены. Относясь с уважением к своим учителям, получит духовные знания. Козерог. Человек сверхэмоциональный. Возможно, не захочет иметь дело с мирскими вещами, так как будет стремиться к эмоциональному комфорту, не ориентирован на карьеру или столкнется с некоторыми проблемами в своей карьере. В прошлой жизни человек
был очень сосредоточен на карьере, и у него не было времени на свою семью, близких, поэтому в этой жизни он может хотеть эмоционального удовлетворения и любви. Водолей. Человеку придется иметь дело с людьми, с обществом, что-то сделать для людей и выразить себя на публике. Рыбы. Человек в прошлом делал хорошую карму. Он очень духовный. Если в этой жизни человек научится использовать свой талант, свои навыки правильным образом, то может достичь великих вещей.